Америка – огромная страна, где расстояние измеряется не в километрах, а в днях пути. Это история обо мне, о дальнобойщике, который отправляется в рейс через весь континент. Это жизнь, полная испытаний и свободы. Это будни тех, кто держит на своих плечах экономику целой страны. Кто уже такой уставший? Влог о дальнобойщике, который едет через всю Америку. Вот, ребята, короче, меня везут менты. Немножко. О! Это как наша жизнь дальнобойская. Так, ребята, новый день, новые страдания. Мы находимся в Alexandria Farms. Это family-owned business. Короче, это семья, это не корпорация. Мы взяли груз за $1900. 4 драпа. Не судите меня строго. Я нахожусь сейчас в Барден, Миссури. И мы пойдем в Хэнсвилл, Алабама, Нэшвилл, Теннесси. И потом в Чикаго 2 драпа. По майлам 900 майлов. Но хотя бы хорошо, что мы быстро сейчас загрузимся 20 палетами. И пойдем и работать. Потому что не знаю, как у вас, но маркет на рифере так упал, что словно... Такой комбинации маркета я еще давно не видел. 12 лет в бизнесе я такого не видел никогда, чтобы лоуды плохо платились, фьюл дорогой, вот там ураганчик. Это как наша жизнь дальнобойская. И я бы побоялся слишком близко подходить к этой речке, потому что думаю, что здесь могут быть, не знаю, аллигаторы, что здесь может быть в воде, но это всегда стрём. Вот, женщина там ходит. Вот что значит американцы, видите? Некоторые сидят кушают, мексиканцы, а белая женщина просто ходит. И свое сердце немножко туда-сюда качает кровь. Мы находимся реально здесь, в мапе, вы видите, здесь ничего нету, кроме мексиканцев и белых фермеров. И фермеры, что мне нравится, что они чувствуют себя здесь как рабовладельцы, но в другой форме, конечно, они платят своим рабам. Но форма... приказы и все дела, они очень радикальные, так скажем. В любом случае, все, будем ждать. Это наш красивый трачок. Будем ждать, когда нас загрузит, и покажу вам все проблемы дорог. И сразу вот, когда вы видите вот что-то такое, это депозит газа. Это значит, что мы находимся очень далеко от цивилизации, и он заправляет эту фигню каждые там неделю-две. И проблема в том, что сейчас очень жарко, и газ, как вы знаете, он делается больше, шире. И комбинация это и я возле него очень плохая. Но ничего, мы здесь, думаю, что долго не задерживаемся. Мы сейчас не включим рифер на 50 фаренгейтов. Они пусть подождут. И вот как они все держат здесь картошку. Вот мексиканец покушал там что-то. Вкидывает. И... уже вот все это пойдет к нам. Как быстро, надеюсь. Все, иду в трак отдыхать. Ставлю адрес GPS, чтобы все было как надо. И будем работать. Начинаем движение, ребята. Сейчас мы должны выйти, потом закрыть. Вес у нас очень непонятный, какой у нас. Надеюсь, 36. Но насколько это правильно, я в душе не понимаю. По датчику мы не overweight вообще. Не забываем делать фотографию. Чик-чик. И ставим сейчас температуру 55, нам сказали, и доложим брокеру обязательно. Все, короче, ребята, мы загрузились. И вам покажу пару маленьких поворотов. Так, почтовые столбы. Все нормально. И вот так, ребята, здесь мексиканцев вижу много, но
я не уверен, что кто-то вообще зайдет хотя бы когда-то, чтобы их отсюда собрали, потому что доехать в первую очередь столько гемора. Смотри, какая маленькая дорога для semi-truck. И вот я надеюсь, до поворота мы не встретим никаких semi-trucks 0,8 майлов. Потому что если мы встретим, это будет жим-жим. Что-то, блин, вообще в эти фермеры живут в какой-то дыре всегда. И они же commercial. Короче, вы поняли. У них же бизнес, у них же дороги должны быть большие, потому что это не туда, сюда, обратно, туда. Бабло мутится, все дела. В любом случае, проблема в том, что иногда вот бывают специальные дороги. Чтобы вы понимали, это центральная дорога, вот такая большая, которой мы сейчас едем на половину дороги, это считается центральной, где можно commercial. А влево-вправо, вы не знаю, если вы еще заметили, это считается для... Она даже не асфальтирована, она с камушками, с гравием. Она даже не считается что-то... Просто local. Ай. Так. Нам этот поворот налево, потом тоже будет узкая дорога. 2,5 майла где-то так. И потом мы выйдем на более-менее нормально. По этому пути, который мы идем, проблема в том, что почти вся дорога в US-ках будет. Ничего интерстейтного. И типа нам 198 майлов, которая считается не так уж и плохо, да? Но сама проблема в том, что мы будем по US-кам. И вместо там 3 часов комфортных, этот дистанс, она будет где-то 5 часов всякой этой дистанции проходить. Вот я, как коллеги наши на российских дорогах, мне интересно, точно же такая ситуация, или там уже появились платные дороги, где просто все как стеклышко. Так, снаружи 103 Фаренгейта. Боже мой, где-то 40. Минимум 40 градусов. So much. Oh my god. Так. И вот реднеки так живут. Truck Entrance Highways. Это нас предупреждает, что траки здесь частые гости. Хотели бы вы уже... О, здесь озеро есть. Интересно, какая рыба у них или аллигаторы. Вообще, стоит иметь озеро в заднем дворе, то все комары здесь собираются. Я думаю, слишком все неоднозначно. Так, автобусы. Нам еще немножко, ребята. 2,5 майла еще. И мы будем в Шоколаве. Так, надо очень осторожно, потому что вы видели фотку той картошки, она держится на соплях. И вот любые вот такие up and downs может так сильно попортить наши планы. Так. Вот, машина, это плохо, но надеюсь, она свернет где-то. Если нет, мы притормозим почти полностью, потому что я не хочу рисковать. И поэтому я даже честно снимаю, чтобы избежать всяких questionable. Так. Сейчас максимально снижаем, а этому по барабану. Как ракета. И вам не видно, но он по обочине даже. Но у него по 2 колеса с каждой стороны. Если одно колесо он наедет, это it's okay. И плюс у него пикап-трак. Он где захочет выйдет. Дайте мне совет, ребята. Если я хочу купить пикап-трак, купить мне сразу с 2 колесами по одной стороне, типа для... Если что, чтобы он был рабочий для кархоллера. Если я там, не знаю, не захочу заниматься чем-то другим. Или просто купить себе нормальный пикап. Пикапчик Ram, Ford, Dodge или Chevy. Не знаю почему, но я пока что верю только Toyota.
У меня вот experience с пикап-траками вообще никакого. Я в душе не понимаю, в чем их не прикол пока что. Но люди их хвалят. Может, я недостаточно американизировался, знаете, чтобы понять смысл в этом. Видели этот куст с правой стороны, он, который уже возле почты? Он словно как раньше в комедиях, знаете, где типа люди притворялись растениями и они пугали людей. Да, я не знаю, кого можно напугать здесь. Здесь все стволы и стабильно не будут бояться чего-то такого. Так, что нам говорит брокер? That was the paperwork saying, but we're safe 50 for right now since it's so hot. Короче, нам сказали сделать 50, потому что все очень жарко снаружи. Едем мы по Теннесси, да? Смотрите, какой там дым, что это такое, кто знает. Дайте мне знать, мне очень интересно, какой-то вулкан, что там находится, что... Честно, страшненько. Очень непонятное дело. Там что-то случилось? А я даже не знал, что здесь есть ракета. Ребята, космический корабль. Или космическая ракета. Я вообще удивлен. Вау. Надо вот почаще брать такие грузы, где в деревнях деливери делаешь. Потому что это реально серьезно. Вот Mazda дрифтерская на правой стороне. Сейчас уменьшим немножко скорость. Как это величина одно к одному, правильно, этой ракеты? Да, я так и думаю. Вау. Я погуглю попозже что-то такое. Но это шикарно. Вау. Она реально большая, ребята. Я даже не думал, что они настолько... Как? Я подозревал, что они должны быть большими. Но прямо настолько... Офигеть. Да, ребята, вот дальнобойщик, еще один плюс дальнобойщикам. Никогда не знаешь, что увидишь вечером. И вот смотрите, городок ни в чем не примечательный. Видите, все спокойно, все вообще на релаксе. И вдруг ракета. Damn. Нам, короче, 5 миль до деливери. И 4.1 на этот GPS. Надеемся, что сможем припарковаться там. Потому что искать где-то другое место будет очень геморно. Но мы надеемся на просто хорошую удачу. Потому что в этом бизнесе удача это 90%. Реально удача. Ребята, нам повезло. Мужик отсюда сказал, что разгрузит сейчас, а не в час ночи. И это может очень сильно радовать. Потому что 7 часов лучше. Потому что у нас будет достаточно времени поехать нормально. И остановиться на завтрашний деливери без особых проблем. А то по-другому было бы хуже. А сейчас очень даже хорошо. Как думаете, как зайти мне? Зайти вот так, подняться, и чтобы был угол? Или пройти так и строго на 90? Как вы думаете? Boss, how usually the drivers do? They pull it like through here, or they pulling through here? He's pulling out. It's gonna back up next to the fence where he can sit. Uh-huh. So y'all are gonna get it on this door right here. My question is, are we okay if I'm gonna pull it like this? Yes. Okay. That's Wonderful. pleasure. Yeah. Все, ребята, нам дали зеленый свет. И сейчас мы попытаемся припарковаться вот там. Oh, that's your food. That's smart. Yeah, I ain't think they was open for real. We've been here for probably like an hour already. Really? Yeah. Nice. Yeah, I'm putting the back up down here though so you can come in. Ага, wonderful. Let's do that. Все, ребята, сейчас мы
Да, мы зайдем вот так. Что, ребята, сейчас поставлю камеру вот здесь, и вы будете смотреть, как я туда-сюда катаюсь, чтобы припарковаться нормально. Вот мужик нас разгрузил. Сейчас pulling up a little bit. И идем к тракстапу 60 майлов отсюда. И завтра встаем в 5:30, чтобы быть там в 6:30 на деливере. Они открываются в 7. Чтобы быть первыми и быстро разобраться с грузом. Едем на Чикаго, чтобы был хороший вечер, подкачаться, может быть. Надеемся, что будет время. И поболтать с ребятами в шатре, как у них дела. Все. Я предложил ему водичку, он не захотел. It's okay. More for me, как говорится. Я, походу, становлюсь старым, ребята. У меня кости трещат. Так. Всегда помним. Делаем скан. И отправляем диспетчеру. Все через диспетчера. Каждый день. Он ближе нам, чем жена. Потому что мы зарабатываем деньги с помощью него. Он очень важное звено. Знаете, когда затекли, потом кровь обратно идет. Какая боль, какая боль. О, мужик, поставил все 3 ладлаки. Вот в такие случаи надо оставлять ревью. Потому что пацаны вообще, ребята, это сказок. Очень редко можно встретить таких ребят. Так. Сейчас будем. Все. Здесь закрыто, там. Всегда проверяйте все 4 точки. И сейчас нам 60 майлов. Будем думать, как будем выходить. Через эту большую часть дороги или через ту маленькую? Что вы думаете? Что-то мне не нравится путь, который нам показывают. Я лучше обратно через Interstate поехал. Нет, выберем всегда самый безопасный путь, ребята. Не стоит экономить там пару майлов, потому что здесь через US-ки мне показывают. Мы не любим US-ки. Вот видите, additional 16 майлов и 4 минуты больше дороги. Лучше так, чем через эти US-ки. Трак туда-сюда, туда-сюда. Только коробка портится. Все. Едем на следующий драп. И как вы думаете, ребят, хватит нам? Да, я думаю, нам хватит радиус. Да. Так, будем брать это. Оп. Так. Это немножко неудобно нам. Нормально. Все. Все, ребята, едем дальше на тракстап. Хороший тракстап у нас ждет. Через 70 майлов. И уже на завтра будет еще 70 майлов. Плюс one drop. Думаю, все будет быстро, оперативно. Вот как сейчас. Вообще шикарно. Все, я буду концентрироваться на дороге. Не забывайте subscribe. И давайте подписывайтесь, комментарии. Мне надо подниматься, ребята. Сколько можно быть бедным? Надо разбогатеть. Ведь видишь, как все тайт. Меня удивлено, как этот стоп-сайн еще сидит здесь. Так. Все. Кто не видит, полицейский не видит, что мы делаем. Вау. Видите, как возле бордюра там все, ребята, буду уже в тракстапе показывать, как, где я становлюсь на ночь. Вот, еще минус. Видите, вот эти дырки всякие вот с этой правой стороны.
Всегда надо как максимально лево брать, потому что я надеюсь, что мы с трейлером не зацепим все эти камни. Но видно, что здесь часто такое бывает. Попробуем максимально. Все, шикарно. Вот, никогда не расслабляйтесь. Помните, ребята, что я вам говорю. Когда расслабляешься, тогда получается приключение. Что с камерой? Все. Едем. Опять закат. Так себе. Давайте на 5,5. Сейчас, потому что я не вижу само солнце нормально. Нашли мы золотой тракстап, я буду его называть. Здесь очень все красиво. Сейчас я вам покажу. Я забыл, что он здесь. Прикиньте, ребята, я даже не помнил. А сейчас мы будем реально кайфовать. Так, что здесь у нас происходит? Реднеки сидят на айдолинге. Я бы вообще запретил бы классики, потому что они всегда пахнут. Фишка в этом тракстапе, что его обновили. И так все хорошо выглядит. Просто сногсшибательно, ребята. Вот такие тракстапы очень редкость в наших краях. Чистые, новые. Я раньше был здесь, но я забыл, что он находится прямо здесь. По-любому. Не знаю, что делать. Короче, вот как выглядит плаза. Там вентиляторы. Ресторан. Не просто заведение, а ресторан, ребята. Так. Две мусорки. Что-то я сегодня уставший, если честно. Не поспал я особо. Так. Я ничего не буду кушать, но очень хочется. Но здесь дорого. Я помню, последний раз я потратил где-то 40 баксов ни за что. Вот айскрим там продается. Здесь вот бургеры. А почем? Сейчас посмотрим. Мне правда интересна цена. Сэндвич нормально, 5 баксов, ничего особого. 5. А вот эти chicken mash. How much they go for? Roughly. I'm not sure. Let me go check. О, как красиво выглядит на картинке. Thank you. 15 баксов, короче, стоит. А вот здесь fried pies. Это очень вкусно, но не для нас. Давайте мы сейчас пойдем. Ресторан еще открыт. И что здесь надо? Jerky Cuba. У них там буфет. Пойдем в ресторан. Ну, здесь красиво, ребята. Реально красота. Дорого, богато. Для богатых, видимо.
Все очень достаточно цивильно. And hold you close to me all night long. Все, можно идти спать. Надо вставать в 5 утра. Да, это не самое лучшее время, но у нас appointment, не appointment, а чек-ин в 7 открывается. Я люблю быть где-то за 15 минут до appointment тайма, чтобы было время, может быть, я буду первым, чтобы они быстро разгрузили 4 палета и уже на Чикаго держать путь. Так, вот как красиво, ребята. Иногда бывают тракстапы, где реально хочется посидеть и ресет сделать. Вот это тракстап одно из вот таких ситуаций. Даже не пахнет, ну вы знаете чем. Все чисто и красиво. Не знаю, если вы слышите, почему я ненавижу классики. Видите, как он дудит? Какой шум. И представьте, как спать между вот такими чуваками. Или вот этот Петербилд, да? Видите, никто с ним рядом не сидит. В первую очередь у них удалена мочевина. И во вторую всегда айдлинг. Вот у этого тоже самая проблема. Я не понимаю почему, потому что погода более-менее нормальная. Зачем? Idling. И вот жучок. Оп, ставлю его сюда. Все, ребята, я иду спать. Ребята тоже идут спать. А вы подписывайтесь. Столько страданий, столько мучений для нас всех. Надеюсь, смотрите на мою жизнь, и хотя бы ваша кажется лучше. Все. Доброе утро. У нас еще немножко до деливери. 23 майла. И что-то трафик тяжелый. Заколебался я. Менты эти что-то перекрывают дорогу. Непонятно. А, вот с правой стороны две машины столкнулись. Создали нам проблему. Но хорошо, что их быстро подвигли. Вот опять придурки на ровном месте сделали аварию. На ровном месте. Надеюсь, что у меня здесь только пару палетов, походу, и будем ехать дальше. Вот у этого пикапа возле колес там какая-то провода. Что это? Кто знает? Дайте за мне интересно. Что за реднекский прикол? Так. Самое главное здесь зайти правильно в повороты. Чтобы
Все было технично. И все какого-то фига налево и хотят. Никто направо не идет. Так, справа у нас... Так, no trucks. Этот Нэшвилл, проднеки все, плохие люди. Какие-то агрессивные, на старых машинах едут, которые вообще не приспособлены для нормального вождения на дорогах. Я думаю, их, не знаю, даже их кто-то проверяет, не проверяет. Так, нам осторожненько, нам сейчас направо. Очень скоро. Я думаю, вот где та машина сделала себе направо, там и мы сделаем направо. Да. Не здесь, а следующий поворот. И видите, мы не будем брать сразу правую полосу, потому что мы зайдем на бордюр, а мы будем с этой стороны. No trucks entrance. А как заехать, если no trucks? Чё, шутишь? Видите, какие придурки? No trucks. А как мне дойти до сюда? No trucks. И вот нам здесь. Четко никого нету. Камушки какие-то. Смотрите на эти камни в скале. Вот думаю, мы возьмем какой-то док. What chef wants. Любой док нам дадут по-быстрому и we'll call. Чтобы никого не блокировали. Good morning, boss. Have a couple of pallets of sweet potatoes. All right, they'll give you a call in a couple minutes and let you know where to go. Okay. Will be someone here, right? It'll be somewhere here. They'll call you in a few minutes. Thank you. Все, нам позвонят и скажут, куда они хотят припарковаться, чтобы разгрузить пару палетов sweet potatoes. Нам дали дверь номер 4. Это значит, что все будет очень быстро. Вот она там дверь. И вот флотбетчик, я не знаю, что он здесь делает.
Все куда-то спешат, видите, рабочие. Но это дебил, он поставил только 4 страпа, прикиньте, на трубы. Ебанутый. И все поставили на топ-хоус. О май гад. Я не знаю, как он выжил доехать до сюда. Жара. Так. Помидорочки. Так. И сейчас быстро дадим заднюю. Надеюсь, еще быстрее нас разгрузят. Все будет чики-пики. Проверяем, чтобы все было по нормам. Но вот эти ленивые, видите, они не поставили лупак. Говнюки. И сейчас мы забыли поставить лакоть, чтобы дверь сама не открылась, а кто знает, что шанс всегда есть на какое-то приключение. И мы должны как-нибудь всегда избегать приключений с этой работой. Всегда. Я всегда смотрю на колеса, мало что. Это спасает мне очень много долларов, если честно. Сейчас я вам покажу дорогу. Вот мне надо вот так проехать, а я не хочу через Арканзас, потому что все знают, какой Арканзас. И я сделаю вот так. Через Иллинойс. Сколько нам экстра, вы думаете? Вот экстра 2 майла. Почему нет? Все. Едем, ребята. Вот, ребята, мы работаем, и армия не стоит на месте. Туда-сюда. Мало их. И обычно вот они так медленно едут, никуда не спеша. А чё им, куда им спешить? Часы идут, служба идет. Да. И почему-то первый в конвое с включенными фарами он стоит. Без понятия почему. Но пока что. Короче, в Кентаки у нас дорога такая, как всегда, через заднее место. Но ничего, еще немножко и выйдем на Иллинойс, там немножко получше дорога, там они хотя бы билд-ап что-то. Вот всегда так, когда почти дома, то что-то случается. Начинается какая-то там акцидент, какой-то там проблема, какая-то там авария. Как я устал, нам еще 91 майл до дома, до парковки. И можно поспать немножко 2 часа, чтобы нормально отдохнуть. Камон, какой экзит нам надо взять?
Потому что проблема в том, что Interstate закрыт полностью. Смотрите, видите, даже сам Google Map показывает, что нам надо брать exit. Это достаточно серьезно. Accident ahead. О, боже! Надо было ехать через Индиану. Но уже ничего не поделать. Просто будем ехать. Такая дальнобойская жизнь. У нас парадокс. Все связано на эффективности. Насколько мы едем, насколько быстро, пер час, пер майл, как быстро ходят. И вот такие акциденты делают нам автоматически меньше отдыха, больше работы. Что-то вообще неинтересно, если честно. Come on. Там что-то мигает. Прикиньте, мы почти берем exit, там открывается Interstate. Это вообще шикарно будет. Опять, мечтать это мечтать в эти дни. Вот почему этот хазмат не просто едет до конца вперед, и потом там он может направо сделать поворот. Нет. Он хочет быть особенным, который держит трафик. Ну, будем честны, я тоже так раньше делал. Фиг его знает, что было в моей голове. Просто глупый. Пока полицейский не сказал, что легально ехать эту полосу до конца, где она уже смещается. Почему? Потому что так трафик не делается. Не прошло и получаса, и нам будет, короче, дорога через город. О боже, как я это не люблю. Road close ahead. Вот, учим английский. Accident ahead. Ну, спасибо, что хотя бы даешь знать заранее. Мне интересно, как можно accident? Погода же нормальная. Все сухо. Не зима же. Нет. И вот эти чуваки, которые просто сидят вот в траках под кондиционером, получают там свои жалкие $40 в час. Кайфуют. Их два вообще в машине. Это вообще, прикиньте, вот $100 плюс дизель. Короче, минималка $100 только, потому что они сидят в этом машине. Потом спрашивается, а куда наши налогоплачиваемые там бла-бла-бла уходят? Вот на что они уходят. Прошло 5 минут, и мы опять двигаемся. Вот это хорошо. 5 минут. Вот этот чувак на солнце тоже получает $40 в час, плюс бенефита, плюс страховка, плюс всякое там, что там возможно. Чтобы вы не думали, что рифер это сказка. Say what? 42 and 43 are the docks. 42. Just park on the dock, whatever. Not past the gate, no. I don't know what y'all do back there. 42 and 43. 42, 43. Нам дали док. Чтобы вы не думали, что риферская жизнь такое кайфовое, легкое.
Вот, ребята, 2 часа ночи. Сейчас быстро мы заедем внутрь. И, может быть, нас даже быстро и разгрузят, кто знает. Всегда берем с собой телефон. Это будет очень легкая парковка, если нам дадут 43, 40, там что-то. Так. Но запах такой себе. Весь офис здесь. Я думаю, там находится офис. Сейчас мы попытаемся чек-ин сделать. Да, походу это и есть офис. Hello, sir. Say what? 46? Нам дали 46. Вот это. Все нормально там стоит. И сейчас 46. Say what? Banana. What the fuck? What's the name company? What door they told you on the gate? 30. 30? Yeah. Yeah, try it there. Because there's sweet potatoes. Okay. Got watermelon. Watermelons. Try your luck there. Вот как близко мы к этому пикап-траку стали. И сейчас можно пойти поспать. Сколько у нас времени? 2:12. Дадим им где-то 2 часа. Мы их не будем беспокоить. И после этого уже начнем их беспокоить. Look at this piece of shit. He blocked the way because he need to go somewhere. Провар. А? Yes? Why are you making? I'm moving here. Don't touch me, I'm call the moving police. Go ahead. Why are you Don't making touch video? Why are you making video? Call the police. Why are you making video? I'll call the police. Why are you making? now. Who give you permission? Why are you making video? Man, crazy. Why are you making video? Who give you permission? To make a tour. I'm moving here. I'm moving this truck. I'm moving this truck. Man, don't. Don't make a video. I'm gonna fuck you, motherfucker. Who fucking bullshit? There's this motherfucker. Get the fuck out of here, bitch. I'm moving to the fire. I need to make a turn there. Look at this guy. He's, you see? And me, I'm nice. And look at him. He's showing me his attitude.
He just want to show me his attitude. It's not me problem. You can't just block everybody in. That's true. I got 10 trailers. I'll block his whole fucking thing and he won't move the rest of the day. Ребята, короче, я позвал полицию, потому что здесь есть один индус, и мы будем разбираться. Посмотрим, как быстро они придут, не придут, что они нам скажут. Что, ребята, мы позвали ментов, они где-то здесь должны быть. Я не хочу особо высовываться, пока не будет полицейских. Потому что я хочу избежать всякого конфликта. Здесь пока ребята работают. Do you not see my fucking lights? People still fight these days? They do. Вот, ребята, короче, меня везут менты. О, боже. Вот, видите, ребят. И если нет документов, то очень быстро берут в оборот. Да. Ведь как все крепко здесь. Здесь ты не удерешь. Интересно, короче, у них здесь есть место под наручники и есть место, когда вот тебе руки за спину вот такие. What time did this occur? What the hell? It depends on the day, sir. It depends what you're dealing with, like any job, right? So it's for the battery because you made physical contact with you, okay? Okay. This is the report number, this JJ number right up here. Uh-huh. This is, you're the victim, that's the offender right there. This is if you want to have any more information or anything, questions, this is the detectives you can go to. This is how to get a copy of the report. I'm sorry. This is how to get a copy of the report right here. And then if you do change your mind, and at any point you want to file a complaint and get a warrant for his arrest, this is how you go proceed about getting that, okay? Okay. All right. Do you have any questions for me, sir? No, man, you're the best police. Where are you parked at? I'm right there. I'll walk you back. Thank you. Вот, короче, полицейский с нами пройдет, чтобы безопасно обеспечивать. Я не понимаю, почему... Yeah, I'll just walk you back. Make sure there's nothing else I'll follow. Thanks, sir. People are still calling. This is first time calling people here, or just... Traffic incidents are mostly where we arrive on this situation. This is the first situation I've ever arrived to for what's a criminal complaint. Like back home, like I'm from Romania, Yeah, and this situation you just fight. it's a different thing. Yeah, but here... I have a close colleague. He works here in CPD with us here. He's in his office, but he's Romanian as well. We have actually two of them. I'm Polish. Oh, okay. That's nice.
And how long been doing this job? 3 years now. 3 years. It's less dangerous or it's more dangerous right now? Chicago. Then, I mean, this is all I know for the situation. For this, in Chicago, like I think I've never felt. Me personally, I've never felt in danger in a situation. While working, there's been occasion, there's moments where where there's situations, but while living here in the city, I don't. Depending where I stay or what I do, I never really feel danger personally. Thank you very much, Of boss. course. Have a wonderful- Have a wonderful morning. Все, ребята, мы идем работать дальше. И индус будет с жопой, жим-жим, пока что. Берем максимальный поворот. И вот так начинается утро дальнобойщика, ребята, с разборками, с полицией, с индусами. Но они немножко наглые стали, поэтому я посчитал, что надо его немножко показать, что он не в своей Индии находится. Но я завтра позвоню в компанию и посмотрим, как они среагируют. С драйвером их. Потому что так оставлять людей... Но видите, какой найс полицейский? Вообще. Так, нам здесь налево. Я хочу, чтобы мы вышли отсюда, чтобы у нас не было проблем. Так, дойдем до ярда, нам 40 майлов. Ай, ситуации. И я хотел просто быть найс, ребята, без особых все дела. А когда люди вот так себе позволяют, самая лучшая ситуация — это легальная ситуация. Потому что я не понимаю, когда приходите в чужие страны, надо соблюдать законы, а не просто позволять себе всякую эту дерьмо, знаете. Потому что я мог бы его сказать, чтобы его закрыли, а я не хочу брать грех на душу, но и он не должен позволять себе такое. Почему я могу себя держать в руках, а он нет? Сегодня мы везем микрочипы. Очень дорогой груз. Он дорогой, а платится, как обычно, $2 на майл. Ну, немножко больше, там, пару центов. 600 майлов, 1200. И самое хорошее, что мы пойдем в хорошей эрии. Мы будем в Саут-Дакоте. И там, я думаю, мы возьмем мясочко какое-то хорошее. И будем зарабатывать наконец-то. Еще рейс, еще день, еще неделя. Вот так проходят реальные будни трак-драйвинга. Через боль и дорогу. Вот что ставим ставки. Что вы думаете, что произошло, что мы стоим в аварии? Акцидент, авария обычная, что-то загорелось. Или просто мент сидит на одной полосе, и весь трафик пугается, и просто медленно едут. Сейчас мы узнаем конкретно. Ставим ставки. Я ставлю $1 на просто аварию. Что-то там близко. Ну, Симсалабим. Уже там, если машины двигаются налево, значит, да, там что-то интересное. Рабочий construction, не верю, просто construction. Что-то там... Come on. Сейчас увидим за этим трак. Поэтому мне нравится, чтобы я был между некоторыми машинами впереди, чтобы было легче. Вот, что-то мы видим колесо, часть колеса. И я был прав. Они просто остановили чувака на дороге, на обочине. И что-то там
закончился бензин или что-то. Но чувак очень вспотевший. Очень. Все, едем дальше. Дорога в бесконечность и далее. И у нас сейчас на борту 25 майлов. 30. 35. Видите, вот как красиво с правой стороны? Здесь речка на 4 майла вот такая красивая. Люблю этот вид. Редко здесь бываю, если честно, но когда есть возможность, стараюсь в течение дня проходить, чтобы кайфовать именно от природы. Она такая дикая и просто... Если было бы свободное время, я бы просто сидел днями. Немного, 2-3 дня максимум. Просто на гору какую-то залезть и посидеть там, шашлычки поделать, подумать о жизни, всякую эту фигню. Как вы думаете, будет дождик? Короче, что я слышал нового сегодня? Трамп вызвал армию, 800 человек из армии, нацгвардию, если точнее, чтобы просто удержать контроль над Вашингтон, Д.С. Кто не знает, Вашингтон, Д.С. это особый сектор, это не штат, ничего, весь тот квадрат, главный командир это президент Трамп. И что вы думаете? На второй день улицы стали намного чище. Конечно, они начали с самого дорогого района, Бетезда, там все дела. И пресса спрашивает, а вы пойдете по опасным кварталам South Park? И Путин сказал, ой, боже, Трамп сказал, да, все будет по мере продвижения всех этих 30 дней, мы будем чистить все. И это уже у нас где-то второй день таких интенсивных работ со стороны полиции. Он федерализировал даже полицию, и ФБР подчиняется на 30 дней строго президенту Трампу. Ребята, вы просто... Вау! Как там они начали арестовывать людей, которые уже делали краймы, которые давно у них там в убийствах у них были кейсы. И когда были демократы, они просто, окей, go, типа иди потусуйся, мы будем решать дальше. И оставляли их по беспределу. И сейчас каждый день арестовывают там побольше 23-40 человек в день, которые официально были с проблемами, с законом. Помимо этого, ребята, в первый раз за историю, думаю, Вашингтон, Д.С. поставили агентов, border control, агентов на иммиграцию. Просто фильтры. Вот блокирует дорогу и давайте, кто здесь туда-сюда. И останавливает всех и спрашивает, какой у тебя статус, кто ты, все дела. И проблема в том, что если, не дай бог, ты соврешь, что ты американец, когда ты не американец, тебя автоматически и так депортируют, а так
если ты соврал, что ты американец, а ты не американец, то они автоматически депортируют тебя и больше не дают никаких вообще шансов, чтобы ты просто приехал обратно с другими типами визами. Но одно, что мне нравится, Трамп сказал, вот те, которые решат сами эвакуироваться из Америки, это где-то 1,6 миллионов иммигрантов, они сами ушли из Америки. Им сказали, идите обратно в свои страны, учитесь, подавайте на визы для работы, и мы будем рассматривать это без проблем. В течение 3 месяцев уже на бордер Мексико 0 илlegальных прохождений, ребята, 0. Это просто таких цифр, они никогда не были в истории. Трамп по всем цифрам, максимализатор, он берет просто в гору. Если вот про него, честно, я думаю, реально это пословица. Если Мухаммед не идет к горе, гора идет к Мухаммеду. Вот точно так же Трамп. Если Трамп не идет к проблеме, проблема сама подойдет и попросит прощения. Но американцы очень уважают его. Демократы сходят с ума. Я пока что некоторые его действия одобряю, если честно. Некоторые я еще очень не понимаю. Может, потому что я смотрю с другими глазами на эту ситуацию с иммигрантами. Потому что мое личное мнение, что те, кто работают, платят налоги беспроблемные, я не вижу вообще смысла их трогать. Потому что они трудяги и просто работают с утра до вечера. Те, которые там делают всякие движения с кредит-картами, воруют информацию, продают, это да. Им надо жестко и быстро с ними решать вопрос. А так, по статистике Трампа, где-то 240 тысяч американцев нашли работу, потому что иммигранты ушли, и работники ресторанные всякие были вынуждены брать американцев. Но там уже другая проблема, что американцы не такие энергоэффективные и быстрые, и мексиканцы не знали особо законов для работы. А американец, вот допустим, мексиканец делает, допустим, 10 омлетов с утра, да? А американец, если сделает 5, в тот же самый период времени. Поэтому эффективность упала, рабочая сила удвоилась в цене почти, и все просто взлетает до небес. Даже с этим тарифом есть официальные данные, что даже Walmart, магазин для самых бедных, который вообще существует в Америке, они больше не будут съедать разницу в тарифах. Они трансферируют эту цену к потребителям. И это еще хуже. Всякое по интернету, что я видел, в Walmart все пошло вверх на 20-25%. Просто на все, ребята. И самая большая проблема, что сами товары стали меньше по объемам, по качеству. Даже в Costco, в дорогом магазине, где там очень большой контроль, там начинают быть плохие продукты, протухшие. Допустим, картошку, когда покупаешь, onions, лучок, там в сетке этой, там может быть 2-3 лучка, которые уже просто сгнившие от времени, столько провождения в пути. Потому что раньше, допустим, фермеры собирали гектар земли там за час, 2 мексиканца, 3 мексиканца. А сейчас им надо 6 американцев и почти целый день. Поэтому все взлетает экспоненциально просто вверх во всех параметрах, во всех бизнесах. Кроме трекинга, конечно, потому что здесь очень много иммигрантов и держится, как и я, до последнего. У нас нет выбора, кроме выживания на этом маркете. Но ничего, мы справимся.
Доброе утро. У нас пятница. Смотрите, по лобовому стеклу. Где вы думаете? Я сейчас, смотрите. Это Саут-Дакота. Я проехал просто ночью пару майлов. И здесь столько животных. Просто ужас. Смотрите. И вам, как знаете, камера еще не передает весь мрак ситуации. И сейчас мы поедем до fuel пампа, и там мы попытаемся помыть это. Хотя бы как-нибудь. Потому что весь день с таким видом, нет, это слишком плохо. Так. У вас как обычно начинается утро, что вы делаете? Боже. А что я не помыл вчера, last night? А у меня что-то... Хотя бы здесь хорошо, вот что у них... Доехали мы до Delivery в Саут-Дакоте. Так, идем внутрь. Я думаю, мы на правильном месте находимся. Очень много людей уже пришло, смотрите. Все рабочие. 8 часов, и они уже здесь. Сейчас мы дадим им бумажки, чтобы они подписали все дела. Hey, boss. Hey, how's it going? Good. This is the paperwork. I think I talked to you last night. And the seal, it's a light one. It's I'll take it out. Oh, okay, myself. okay. Go ahead. Will you just lay it inside the trailer? The Yes. seal? Okay. And yeah, we can back up to either door. It don't matter at all. I understand. Thank you. Вот сел. Вот пацаны идут на работу, а я уже работаю. Я сначала попытался свешаться по своим сенсорам. И сейчас мы узнаем. Ставим ставку. Всегда пользуйтесь application. Всегда намного легче. Вы будете видеть передо мной, честно, волнительно немножко. О!
уже такой уставший. 12 часов дня. Но хотя бы здесь мы на самом большом тракстапе, который вообще есть. $4:30. И как я выйду отсюда, ребята? Как? Будем спать дальше тогда. Какой он большой, а? Сколько стоит трейлер такой? По $500,000. Давайте так сделаем. Чтобы не блокировать никого. И смотрим всегда, чтобы не зацепить левую сторону. Видите? И не поспал нормально, тетради туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Немножко трудновато было эта ночь, если честно. Но ничего, следующее будет еще лучше. Мы остановимся где-то в горах, поспим, где никого нету, то эти... Смотрите, сколько траков здесь. Это самый большой тракстап, который есть. И, честно, у него самые большие проблемы есть. Вы видели, они закрыли главные входы и выходы от этого места. И надо вокруг ехать. И это будет сейчас такой трафик, вы охренеете. Так. Заходим в врата. Вот, ребят. Вот кресло. Сколько вы думаете, сколько стоит кресло для работяг? Смотрите. Полторушка, штука. 400. О боже. За $800. Нет, это комфортно, ребята. Нет, это намного комфортнее, если честно, ребят. Так, вот это советую всем. И это трачок какой-то. Он раньше сидел в той стороне. Вот. Хороший матрас. Говорю, у нас такие цены для трек-драйверов, словно они не рабочий класс, а миллиардеры какие-то. Вот, $600. Прикиньте. Нет, цены, ребята, заоблачные на все, вот всегда так. Всех просто пост игриво. Вот это в Walmart стоит там $30, здесь 60. Вот когда ты чувствуешь себя одиноким, ты покупаешь себе такую колонку за $90 и поешь. Ну, конечно, смотреть, какая он выглядит на фотографии. Кажется, что ого-го, а на самом деле вот так. Вот я не знаю, кто использует эти атласы. Иногда это хорошо, вот в Нью-Йорке, особенно когда не знаешь дорогу, можно, не можно. А лучше погуглишь уже.
Так. Вот, смотрите, 800 1000 долларов за коробку. Немножко не с этого мира. Честно. Поэтому я из принципа ничего не покупаю. Ничего с Тракстаром. Пытаюсь минимизировать все. Так. Что здесь у нас? Вот когда устаешь работать, можно купить себе меч, поиграться. Но опять он нелегальный. Потому что это считается как холодное оружие. Смотрите. Так. И вот слушайте, что-то не для реднеков. Самое крутое вот это, что есть здесь. Так. Хотите увидеть, сколько стоит обычный батник для работяги? В любом случае он где-то 50 долларов минимум. Вот. А я ошибся. 60. Так. Это типа у них не ресторан, здесь можно покушать. Но мы будем брать еду. Потому что мы поедем на ярд, и там мы купим все, что надо. Как вам такое? С утречка такой закуску, а? Вот так. Вот кофе. И здесь, как всегда, чтобы вы знали, где вы видите очередь, это значит всегда хорошее место. Поэтому, да, потеряем немножко времени посидим в очереди, но ничего, зато вкусненько покушаем. Я немножко охренел. Покажу почему. Смотрите, сколько вы думаете, сколько стоило мне кофе и булочка? Какие цены уже стали, вот. И самая фишка, что они еще просят типа. Какого хера им надо здесь типа давать, если я все равно стою и вот в очереди подождал, заказал, просто жду, чтобы было все. Нет, давай. Типсы. Пошли вы куда выпадаешь. Я понемножку начинаю уставать от этой американской системы. И я типа только когда в ресторан. Все. А в остальном, ну нет. Все, будем смотреть, сколько по времени займет взять нам наш брекфаст. Так работают ребята. Вот когда я стану богатым, будет сайна. Я не буду говорить, но будет сайна. Вот Oculus. Все здесь будет. Короче, вот за эту фигню я заплатил 17 долларов. Я просто в шоке. Если я бы знал, я бы даже не заказывал, честно. Too much. О, видите, вот это электрические фены уже появляются даже в тракстапах. 1800 баксов. Вам покажу, когда экономишь, что может произойти. Вот смотрите, ребята. Это может произойти с каждым. Я просто хотел сэкономить и поспал с открытыми дверями. Вот меня так покусали. Вот. Вся нога в укусах. И вот как жить, ребята? Хочется экономить, и получается через жопу всегда. Так, температура у нас. Вот, ребята, сэндвич. Стоит он этих денег? Не думаю. Я пошла на принцип, не имела к себе такого отношения. У меня ничего запрещенного не было, но суд открывать не стал. То, чтобы вы понимали. 20 майлов в час, 80 тысяч паундов. Я могу газовать, но не буду. Потому что температура высокая. Я лучше выберу такие обороты. Такой спидлимит. И я нормально доеду. Чем просто в пол и go. Вы знаете? Особенно, когда сейчас жарко. Еще я включил печку, чтобы мотор было немножко легче хотя бы. Start and operation customized and tap key dial set and I push here so you can recognize it here. So if you push any buttons, then you can see the У меня что-то этот день вообще не фартовый. Только аварии. Только аварии. Вот, стянули машину, видите, на construction site.
Пикап-трак. Сколько машин? 3 машины. Ну, что поделать, если не умеет смотреть на дорогу. Ребята, мы пришли в тракстап какой-то очень мутный, очень непонятный, но ничего. Он очень close to the delivery. И это очень хорошо. Вы даже не представляете, насколько он близок к delivery. Нам разрешили отдохнуть здесь, отмечаю, бесплатно. Это редкая возможность. Вот как выглядит вся area. Более-менее нормально. Мне кажется, что здесь слишком много черных, если честно. Too much. Но у нас нет выбора. За бесплатно. Вот здесь машинки. Здесь даже закрылось. Была какая-то замена, но закрылась, потому что, я думаю, клиентов вообще нету. И трудно здесь с бизнесом вообще, что я смотрю. Даже вот, когда смотришь на ревью этого заведения, там очень много. Сейчас вам покажу, вот что вкусненькое. Вот это очень вкусненькое. Crackers, old fashioned country style. Видите, в чем разница? Вот эти поменьше, а эти по более с мяском, походу. Это повоздушнее. Все, купим его вот таких два. И вкусим. Нам, короче, стоило $4. О, thank you. Yeah. Это стоило $4. Короче, не знаю, чем заниматься. Сейчас поедим немножко, а потом просто будем гулять и наслаждаться вечером. Спокойным вечером. Или мы немножко поменяем с тем траком, потому что он на айдлинге сидит. И мы поменяемся на ту сторону, чтобы было меньше шума. Вот, нам дали двери 4:15, но там кто-то спит. И мне дали дверь 14. Все у нас будет круто. Так заканчивается у нас неделя работы. Ставьте лайк. Уже начну говорить, сколько стоит, сколько мы зарабатывали, сколько что, почем. Сейчас у нас 6:30. Солнце только начинает приходить в этот день красивый. Дайте мне знать, стоило, не стоило, что лучше, что больше вам снимать. Что интереснее, вот там кто-то мучается, видите, парковаться. А нам досталось нормальное место. Это очень многое зависит, какой вы везунчик. Все, подписываемся и смотрим дальше на мои страдания. Я вижу, вам это нравится.